Приветствую всех на канале. Вот такой вот Opel Ampera E к нам приехала в работу. Это европейский аналог Chevrolet Bolt. И автомобиль к нам, вернее даже не приехал, его к нам привезли. Привезли с просьбой заменить контакторы в батарее. Уже кто-то продиагностировал ее и сказал, что сварены контакторы. Мы сделали диагностику, действительно подтвердилось, приложу скрин диагностики, действительно подтвердилось, что контакторы сварены. Сняли мы батарею, заменили контакторы, вот они, кстати, лежат, и действительно они сварены. Замкнуты контакторы, они должны быть разомкнуты и замыкаться, когда на них подается питание на катушку. Так вот, заменили контакторы. Поставили батарею на автомобиль, выехали, автомобиль прозаряжался всю ночь, выехали, автомобиль едет без проблем, но проезжая 50-100 метров, выпадают ошибки, автомобиль перестает ехать. И при диагностике мы выявили, что есть ошибка по контакторам зарядки, быстрой зарядки. Сразу скажу такую вводную, что поломка автомобиля случилась при зарядке на постоянке. На быстрой зарядке автомобиль заряжался, и после этого он уже перестал куда-то ехать. Что-то произошло с зарядной станцией, и автомобиль стал недвижимостью. И, кстати говоря, перед тем, как автомобиль к нам привезли на батарею, смотрели, что владелец искал еще предохранитель. Предохранитель здесь находится в сервисном разъеме, или ЧК, как она еще называется, и стоит в батарее. И предохранитель служит, если где-то есть короткое замыкание, то предохранитель сгорает. Так вот, начали диагностировать дальше. И по этим ошибкам, которые есть у нас с неисправностью контакторов быстрой зарядки, мы добрались до коммутационного блока, или junction бокса, как он еще называется, и проверяем контакторы. И они здесь тоже сварены. Вообще, честно говоря, никогда такого не было, чтобы на автомобиле сразу все 4 контактора сваривались. Бывает такое, что один из контакторов сварен, либо плохой контакт, либо еще что-то. А здесь, получается, все 4 контактора сварены. И что могло произойти? Судя по тому, что владелец говорит, что что-то случилось с зарядной станцией, но автомобиль в этот момент находился на зарядке, скорее всего, было, что контакторы были включены, быстрой зарядки, и, соответственно, контакторы внутри батареи. То есть они все были включены. И зарядная станция коротнула на входе в батарею. И в результате весь ток, который был в батарее, моментально мог пойти через контакторы и замкнуться снаружи зарядного порта, то есть в самой зарядной станции. Здесь CCS Combo 2, потому что это европейский вариант. И через вот эти разъемы автомобиль заряжался. В общем, из-за того, что что-то коротнуло на зарядной станции, ток пошел. В результате этот ток пошел и через контакты контакторов. И из-за того, что там все-таки есть пятно контакта, и оно меньше, чем сечение шин, то, естественно, там очень высокая температура была, они сварились, и вследствие чего и сгорел дальше предохранитель. То есть вот вам и ситуация. Казалось бы, что тут могло быть, но вследствие замыкания на зарядной станции произошло замыкание и сваривание всех контакторов. В последнее время почему-то очень частые проблемы идут с зарядками. Вот у нас лежит Charger с BMW i3. Мы его пробовали ремонтировать, не получилось ремонтировать, поэтому мы его заменили. А так выглядит зарядник Wellmeister. Не помню, какая маркировка, но вот так все в саже. Но благо здесь зарядник вроде как остался целым. Прозвонили, сняли, вот пришлось снять реле для того, чтобы цепь разделить и проверить. Короче говоря, с зарядником здесь, скорее всего, все хорошо, а замыкание произошло вне зарядника. И об этом будет другое видео, там поподробнее расскажу о том, что было и как мы этот вопрос решим, пока еще в процессе. А вот это корпус этого же зарядника, вот так вот он выглядит, весь в саже и с неприятным запахом. И вот это разъем с него. На данный момент мы согласовали замену еще этих контакторов, теперь их нам нужно будет найти, поставим. И я уточню у владельца,
на какой станции произошла эта ситуация. Возможно, буду собирать какую-то информацию по зарядным станциям, которые самые проблемные в Украине. Есть уже некоторая информация по в целом зарядным станциям. И, возможно, когда-нибудь и отдельный ролик этому посвящу и расскажу, какие станции могут принести вред автомобилям. Устанавливаем новые контакторы. И сейчас поставим на автомобиль, посмотрим, будут ли у нас ошибки. Но это вообще был риторический вопрос. Конечно же, ошибок у нас не будет, потому как контакторы у нас будут исправные. Так, сделаем сейчас тестовый выезд. В тот раз, когда проблема была, она начинала проявляться метров через 50 после проезда. Поэтому сейчас проверим и посмотрим, будут ли ошибки у нас или нет. Сейчас еще раз сделаем компьютерную диагностику. И надо будет, конечно, заехать на быструю зарядку и проверить, как она будет заряжаться на быстрой зарядке. Так как на медленной зарядке она нормально зарядилась полностью. И теперь проверить, чтобы никаких не было сюрпризов. И, в принципе, автомобиль можно выпускать. Силовые провода, которые идут на чарджер, мы их проверили. С ними все нормально. Вернее, не на чарджер, а на junction box, потому что теоретически там могла быть проблема. Но с другой стороны, и когда контакторы были залипшие, если бы там была бы какая-то проблема, то сгорал бы постоянный предохранитель в батарее. Но это не происходило. Но в принципе мы это на всякий случай и проверили. Может быть, там есть какое-то с повышенным сопротивлением, но есть замыкание. Но на самом деле его нету. В общем, вот такой вот был ремонт. Осталось его проверить на быстрой зарядке и можно выпускать. В общем, пока что все. Но когда мы выпустим автомобиль, я спрошу у хозяина, на какой станции он заряжался.